Привет, облачные жители облачной страны! Меня зовут Алина Грановская, и вы не поверите, но сегодня выходит вторая серия документального сериала «Облачные русские» на канале Cloud Russians. И все это благодаря вам, участники нашего краудфандинга. Мы не перестаем благодарить и удивляться, сколько же вас, желающих помочь независимому начинающему YouTube-проекту разрастись в большой канал. Спасибо! Правда. Большое спасибо за ваши репосты, за ваши комментарии и, конечно же, за ваши пожертвования. Если вы хотите отправить нам свой донейшн и участвовать в съемках дальнейших серий, переходите по ссылке в описании к этому видео. Во второй серии «Облачных русских» я расскажу вам 3 истории. Мой персональный топ русскоязычных женщин, творящих искусство в Лондоне. Настя Тихонова, Аня Радченко и Катя Гранова. Новые героини «Облачных русских. Лондон». И не забудьте, каждый лайк и каждая подписка продвигает наш канал в трендах YouTube. Поэтому лайк, подписка и приятного просмотра. Здесь особенно очевидно, что мы в исторической части находимся. Мы стоим на развалинах по-настоящему церкви, которая называется St. Dunstan in the East. Это церковь, которую разбомбили во время Второй мировой войны. Вторая мировая здесь бомбили каждую ночь, первые 2 года практически без остановок. И после Второй мировой войны Лондон был в руинах. Хороший, опять же, пример перерождения – это церковь, которую по-настоящему превратили в парк. То есть Сити, как настоящая средневековая часть, в ней сильно не хватает именно зеленых пространств, парков. Церквей здесь хватает, даже после Второй мировой, по-моему, 89 церквей осталось в части города, где уже никто не живет по-настоящему, где почти целиком это деловая часть, и поэтому многие вот такие разбомбленные церкви превратили скорее в парки, где все предельно аутентично и красиво, где очень эпично все выглядит, ну и где люди приезжают, приходят точнее из офисов, пожевать сэндвичи, попить кофе, тогда, когда если у нас выглядывает солнце. Ладно, слушай, это действительно важно. Да. Это ничего особенного. Это просто часть твоей жизни. Это для того, чтобы податься со своей работой. Да, и это не практика. беспокойся об этом. Пройдет или нет, не имеет значения. Ты просто должна продолжать подаваться. Это единственный ты права. способ сейчас продемонстрировать свою работу миру. Ты права. И я думаю, что эта неудача – это тоже большая часть процесса. Привет, меня зовут Настя, мне 40 лет, я родилась в Москве, и вот уже 12, наверное, лет живу в Лондоне. Мой путь в России был довольно необычным. Я училась в текстильном университете имени Косыгина и была инженером. И моя специальность, мой диплом был на тему бронежилетов, кстати. Влияние структуры ткани на ее баллистические свойства была тема моего диплома. И параллельно ходила в театральную студию при университете, где собирались всякие фрики, типа меня. Мы приносили какие-то старые пленочные камеры. И это была такая отдушина в мире текстильного университета. И оттуда, наверное, растут ноги моей фотографии. Когда я закончила университет, начала работать в научно-производственном предприятии «Термостойкий текстиль», немножко сходила с ума от вот этой работы, от звонка до звонка, от стареющего персонала, от старого оборудования, какое-то ощущение отсутствия динамики, что ли, воздуха. И параллельно я фотографировала. И как только, мне кажется, у меня появился первый заказ, я бросила все работы и стала заниматься фотографией. Я училась в такой ничем не примечательной школе, я училась в университете, который мне никогда не нравился. У меня не было друзей ни там, ни там. И ЖЖ дал мне вот это все. ЖЖ дал мне like-minded people, то есть единомышленников. И я там встретила всех своих друзей. Мы дружили с, не знаю, с Верой Полосковой. Меня скоро отстроят, к лету или скорей. А пока я сижу без окон и без дверей, и над крышей, которой нет, безмятежно и ясно. Записывай? Конечно. Мы дружили с фотографами всевозможными, с
поэтами, прозаиками, мы экспериментировали. Я выкладывала свои первые говноопыты с фотографией, получала какие-то одобрительные лайки, были какие-то скандалы. Ну, в общем, это все был огромный удивительный мир GG. В Англии в первый раз я оказалась в 2010 году. Я ехала снимать свадьбу, которая была в прекрасном поместье Бьюли. Это Нью-Форест, это не в Лондоне. И, по сути, первый раз Лондон я увидела в районе Ватерлоо. Прыгнула в поезд и уехала в такую милую английскую аристократическую глушь, где я снимала свадьбу, а потом я и мой будущий муж, мы прыгнули в машину и поехали в Шотландию. И меня Англия удивила, знаете, чем? Дружелюбностью. Это просто было какое-то очень дружелюбное место. Моя эмиграция происходила плавно. То есть я не перевозила контейнер вещей. Я перевозила сначала один чемоданчик, потом слетала, перевезла другой. У меня не было такого драматичного отъезда и драматичного приезда. Я так это частями перетаскивала свой скарб. И я поняла недавно, кстати, что настоящая иммиграция случилась со мной 24 февраля 2022 года. Вот тогда случилась прям, какой-то бесконечная сепарация с родиной. Первые мои месяцы и годы жизни в Лондоне, я помню, даже писала об этом друзьям, я себя казалась невидимой. Я казалась себе никому не нужной, никому не заметной и какой-то бестолковой. Мне казалось, что просто, знаете, даже у всех взгляд идет через меня, что я никто, и меня зовут никак. И все мои представления о том, что хороший фотограф в этом большом мире, оказались совершенно нерелевантными. Я помню, как я писала письма агентствам, и они мне чуть ли не со смехом очень мило ответили: спасибо большое за ваше внимание. К сожалению, мы вам ничего не можем предложить. Люди, которые переезжают не как я по любви, а по работе, оказываются, мне кажется, в более выгодном положении. Пандемия, 2020 год. У меня уходит, я на тот момент уже, мне кажется, набрала какой-то пул клиентов, у меня была довольно регулярная работа фотографическая, я фотографировала мероприятия, портреты, я снимала для, кстати, журналов, которые в России находились, там для Forbes, РБК, какие-то спецпроекты. Я, кстати, снимала для британских каких-то газет и журналов тоже, но, наверное, чуть в меньшей пропорции. И потом у меня ушла вся работа, у меня ушли все деньги. Мы оказались с моим бойфрендом в 4 стенах вдвоем. И я помню, что я впервые начала снимать проекты. Первый проект, кстати, был потом опубликован блюпринтом. Он назывался «21 день, одна комната, 2 любовников». Я поставила камеру в угол комнаты гостиной и заключила с бойфрендом пакт о том, что бы мы ни делали, как бы мы ни ссорились, где бы наши отношения ни были, я снимаю каждый день. И я вывела управление камерой на телефон и фотографировала нас 3 недели. Это был мой первый проект по изучению. Собственно, я начала направлять камеру туда, где болит. Мой второй проект был связан со вторым локдауном. Мне казалось, что я стала поправляться, и я стала фотографировать себя голой каждый день, чтобы убрать этот элемент. Опять-таки, у меня были сложные отношения со своим телом, и мне казалось, что это хороший способ перестать драматизировать. То я начала задавать вопросы, искать ответы при помощи искусства, средств, которыми я обладала. Я тогда не успевала хорошо подготовиться, и, соответственно, у меня не было больших ожиданий. Я не думала, что я поступлю. Я помню, написала в воскресенье письмо руководителю курса, на который я хотела поступить. И я написала: вот у меня, знаете, никаких документов нет, ничего не готово, но вот я занимаюсь тем-то, тем-то, и как вы думаете, поступать в этом году или в следующем году? Анастасия, поступайте в этом. И так я поступила в Central St. Martins. Central St. Martins – это не университет, но один из колледжей университета UAL, which is University of the Arts London, который вот уже, наверное, 3-й год занимает 2-е место в мире по арт-образованию, уступая место только RCA, which is Royal College of Art. Central St. Martins. Мы сейчас находимся в новом его здании,
Старое здание было в районе Холборна, где, кстати, учился Александр Маккуин, Джон Гальяно, Стелла Маккартни. Все эти крутые чуваки, которые перевернули, наверное, мир моды в 90-х, нулевых годах. Насколько мне известно, от тьюторов учатся, например, на бакалавриате учится сын Мадонны на Fine Art. Здесь главный департамент – это fashion. В него вбухивается самое большое количество денег. Выпускники из него гремят на весь мир. Политика университета такова, что он гранжевый, да, то есть он не про живопись в каком-то ее классическом понимании, а он про срыв устоев, он про революции в моде, про sustainability, про панк, про протест, про то, что мы можем в любой момент сказать: ребята, какая-то жопа творится в мире, давайте мы против этого что-нибудь сделаем. Когда я только сюда поступила, первый раз пришла за своим пропуском в очереди, там, конечно, молодежь, 16-17 лет, кто-то там на таких платформах, каких-то шубах с стразами. Я думаю: боже мой, я буду учиться в ночном клубе. И меня накрыл такой восторг. И если сюда прийти в кофейню в 9 утра, может играть какой-нибудь техно. И, в общем, это атмосфера, которая совершенно не связана с академией. И это мой персональный остров свободы, куда я прихожу отдохнуть от ужасов мира снаружи, и мне просто здесь хорошо. Возраст нашей группы варьируется от 22 до 52 лет, по-моему, да. Я знаю, что в прошлом году самой старшей выпускнице Central St. Martins был 71 год. Это самая большая омолаживающая процедура, которую я могла с собой сделать в 39 лет, когда поступила на этот курс. И я подумала, что самый крутой подарок, который я могу себе сделать на 40 лет, это диплом художника. У меня не было возраста любимия. Я его ждала с некоторой тревогой, но отметила на берегу моря в купальнике под низ пальто с бутылкой шампанского. В скайпе или там в зуме была моя мама, моя семья в России вот за таким столом, вот таким вот бесконечным, заставленным закусками, вот это все. Я сидела и думала: как здорово, что это не моя жизнь. Как здорово, что у меня еще столько неизвестных, да, что я не знаю, что будет за следующим поворотом. И я подумала, что это самое главное, наверное, мое достижение. Вот. И 40 лет, слушайте, мне кажется, что я бы сейчас могла пойти условно на свидание с человеком 30 лет, 29 лет и 60 лет. Вот что такое, мне кажется, возраст в Британии. Возраст в Британии – это абстракция. А возраст в Британии – это блеск в твоих глазах, и все. Я начала учиться на парт-тайм много лет назад, в 2013 году. Потом я получила степень бакалавра по фотографии, и у меня уже был на тот момент степень по актерскому мастерству, полученная в 90-х годах. Так что это была для меня вторая степень. Вот так я и училась, пока росли мои дети. А потом все-таки закончила учебу через 7 лет. Так что это довольно много заняло времени. Но я думала, даже несмотря на то, что я проучилась 7 лет, мне все равно было недостаточно. Потому что это для меня как терапия. Это питает меня, помогает сохранить рассудок. И я люблю это. Поэтому, когда я закончила свою первую степень, я решила также получить степень магистра. И сейчас программа по получению степени магистра почти завершена. Далее аспирантура. Может быть, да. Мне кажется, с тех пор, как я начала здесь учиться, я отложила камеру и начала играть. Начала играть совсем и все. Со скульптурой, с консервными банками, с проекциями, работать со звуком. И, в общем, оказалась как ребенок на детской площадке, где, мне кажется, наши тьюторы, вот эта сама атмосфера университета была такая: дети, вы тут делайте, что хотите, мы последим, чтобы никто вас не беспокоил. Вот это, наверное, главное отличие британского образования от российского. Они убирают все, что вам мешает развивать свои собственные идеи. Они считают, что первичной является идея, а всему остальному можно учиться. Первый свой проект, первую свою инсталляцию здесь я сделала по следам материалов о пытках
в российских тюрьмах, которые тогда слиты были в каком-то огромном количестве. Я помню, что меня физически тошнило 2 недели от этой новости и от осознания того, насколько насилие в России встроено в систему, и оно на ней, в общем-то, зиждется. Помню, когда я оказалась в российской больнице по гинекологии там на неделю, я приехала туда с камерой цифровой 2004 года, 2-пиксельной или 3-мегапиксельной камерой, и я фотографировала весь этот больничный быт, эту еду, вот эту слизь на тарелках. И это меня как-то смиряло. То есть я поняла, что у меня теперь есть инструментарий быть в любом трэше. Смотреть на это как бы с отстраненной художественной стороны, да, смотреть на это, как препарировать это эстетически, этически, то есть как бы немножко вести жизнь наблюдаемого и наблюдателя одновременно. А потом началась война. И я подумала, что фотография военная потеряла свою силу примерно через 2 недели для меня. И я поняла, что это все сливается в одно бесконечное поле беды информационное. И я подумала, как мне рассказать своим однокурсникам о том, что происходит на самом деле, какой ужас происходит, который ворвался в жизнь таких же людей, как они. И я просила своих друзей в Киеве, когда славная российская армия стояла вокруг Киева, я просила их записывать звуки. А звуки были воздушные сирены, осколочные какие-то снаряды, это были грады, это был трындец. И я поняла, что война – это звук. Война приходит как звук для тех людей, которые сидят у себя в домах. И я стала изучать звук. И мою первую инсталляцию после войны я скомпоновала все эти записи, от которых у меня слезы текли неостановимо. Я думала, как это может происходить в 21 веке? И я скомпоновала это в 6-минутный такой soundscape. Поставила в этой самой комнате 2 большие колонки, в которых просто звучали звуки некогда мирной, а теперь военной жизни Киева. И моих друзей, разговоров, и телевизора, и каких-то диких бомбежек на фоном, где маленький ребенок говорит: «Мам», на русском языке, «это осколки». Он говорит: не волнуйся, малыш, пойдем домой. Я думаю, это осколки. Все хорошо, это далеко, малыш. Это так сложно, когда люди думают о том, что там происходит. Это настолько контрастно по сравнению с тем, что сделала Анастасия. Это очень бережно, и боль так очевидна. А то, что мы видим по телевизору, настолько жестоко, и мы, кажется, стали равнодушными к этому насилию. Поэтому увидеть нечто отличное, я думаю, полезно для людей. Но главное, это полезно для самой Анастасии. У меня нет одногруппников, которых война бы касалась напрямую, но мне многие подошли и сказали, что вот это первый раз, когда у них волосы дыбом стали. Когда я подумала, что у звука есть свойство миновать сетчатку и под кожу нам сразу забираться. То есть он действует не через интеллект, а через эмпатию, через животное какое-то восприятие. И моя диссертация была связана со звуком. Собственно, что приходит после катастрофы. Мне стало интересно, а что если катастрофа начинается как звук и заканчивается тоже как звук? И когда Россия объявила мобилизацию, и 1000 людей устремились на границу с Грузией и стояли там в дичайших пробках, я, как завороженная, как и многие, наверное, читала этот чат «Верхний Ларс», где люди пытались что-то кому-то впарить, продать, навариться, помочь, спастись, бежать по головам. Это было какое-то проявление всего уродливого, что есть в человеке, который пытается спасти свою жизнь и семью, и прекрасного тоже. Прекрасное хотя было в меньшинстве, потому что, наверное, первое, что падает, когда наступает смертельная опасность, это наш налет цивилизованности. Да? Я сделала перформанс с этим электронным звуком. Я засунула колонку в подушку, взяла свое, там, я не знаю, какое-то одеяло, покрывало с зайцами беленькое, легла в проходе, как на границе, да, и на этом громком звуке, знаете, там, зачитывающем сообщение чата «Верхний Ларс», причем я зачитывала их в той скорости, с которой они появлялись в чате.
То есть иногда это было по 3 сообщения, я не знаю, в секунду. И в какой-то момент я поняла, что я сама плачу. И что мои одногруппники, которые не бельмесы, не понимают по-русски, тоже начинают плакать. А так мое исследование звука показало, что семантические качества языка не всегда имеют значение, да? И что слова, которые непонятны носителям другой культуры, могут иметь силу, даже если они сказаны электронным голосом. Это было удивительно. Когда умерла королева, за неделю, кстати, до мобилизации, я поехала туда снимать, знаете что, не портреты, не фотографии, я поехала туда снимать звук. Я гуляла вдоль этой бесконечной очереди, туда-сюда, и записывала тихонечко разговоры в строю, в толпе. В каком-то смысле я вдохновлялась Сорокинской очередью. И думала, что это такой аудиопортрет, какой-то Sonic Portrait, как бы аудиопортрет современной Британии. И последний мой проект, тоже изучающий звук, был совсем недавно. Это когда моя очень дорогая мне украинская подруга, она приезжала на несколько дней, и мы друг друга очень любим, но, знаете, война идет, и ты никогда не знаешь, как она влияет на отношения. Просто это такой фон, который все равно нас травит. И мне важно держать руку на пульсе и понимать, что все, вот близкие эти связи, они остаются близкими связями. И я попросила Олиного разрешения поставить камеру на штатив, и мы с ней просто сидели за столом и смотрели друг на друга. И в какой-то момент просто держались за руки, безо всяких слов общались друг с другом. И я потом спросила: ты что говорила мне глазами? Она говорит, что все хорошо будет. А я говорю: я тебе говорила, прости. 4 часа 22 минуты 24 февраля 2022 года. Олга Горбич. Нас бомбят, это адов пиздец, взрывы везде в 4 утра, 9 часов 2 минуты 24 февраля 2022 года. Анастейжа Тикханова. Господи, какой пиздец. Роль искусства огромная в проработке коллективной травмы. И оно иногда не справляется с этим. И иногда искусство игнорирует само наличие этой травмы. Да? Как мне кажется, много сейчас происходило с искусством новым российским, да? Которые научились снимать как в Голливуде, а при этом полностью игнорировали разворачивающийся ужас, да, вот эту цензуру, тоталитаризм. То есть оно как бы выносилось за скобки, и просто красивая картинка, успешные люди, я не знаю, походы к психотерапевтам. Вроде все как на Западе, но нифига, ребята, у нас там все было по-другому. Сейчас мне будущее представляется не очень понятным, но оно меня очень радует. То есть я понимаю, что бы я ни выбрала, это будет интересно. Я изучила какой-то дикий пласт культуры, связанный с саунд-артом, с началом, там, я не знаю, индустриализации, с изобретения фонографа до наших дней. И это noise machines, это футуристы итальянские, это дадаисты, это развитие звука в России, это там Дзига Вертов, это дальше поствоенные, это там Music Concrete, это Джон Кейдж, это изучение концептуальной тишины. И это все меня так взбудоражило. Я проводила часы, слушая эти дичайшие столетние noise machines, да, изобретенные какими-то там фанатиками, футуристами. Поняла, что я хочу больше, я хочу PhD. Вот этой мысли, знаете, 2 года назад я себе представить не мог, какое PhD, какое на английском, какие слова вообще, какие тексты на английском, какая теоретическая литература, какой саунд-арт. Эти все вещи, которых у меня даже в воображении не было еще, там, не знаю, год назад. У меня 2 паспорта.
Сложно сказать, кем я себя чувствую, да, потому что я, наверное, я человек, который разделяет британские ценности, потому что они все-таки про уважение к личности, про равные права, про какое-то там уважение к свободам других людей. Вот. Но при этом, конечно же, во мне есть огромная часть русской идентичности. Моя художественная работа, моя art practice во многом построена на моей собственной травме и моей собственной русской идентичности. Потому что если я не могу ее игнорировать, это такая, я не знаю, это и боль, и связь, и какой-то такой дикий замес вещей, который меня во многом формирует, и как художника тоже. Поэтому я стараюсь, как я тогда в пандемию, смотреть туда, где болит. И, наверное, моя идентичность такая. Настя 40 лет художник. А национальности и паспорт, и кому я себя отношу, это уже, знаете, это уже второй вопрос, да, это уже второстепенно. Мы — это то, что мы любим. Явление какой-то дискриминации русских в Лондоне я не встречала лично ни разу. Наоборот, наверное, я получила много поддержки от своих одногруппников, от университета, от этой среды. Мне тут недавно один англичанин говорит: я надеюсь, там никто тебе никогда злого слова не сказал, потому что, говорит, это было бы чудовищно. Я говорю, нет. И я помню, когда еще началась война, я говорила, у меня была тьютер Анке, она из Германии, кстати, тоже люди со сложной идентичностью. И она говорила мне про то, что ты в хорошей стране живешь, потому что у британцев, у них тоже имперское сознание, только которые уже начали процесс деколонизации, да, и работают над этим, а Россия даже пока еще, то есть мы не знаем, будет ли это когда-нибудь. То есть британцы не чувствуют, что они вправе судить имперское сознание, потому что они очень критичны по отношению к своей собственной стране. И мне это очень нравится в британцах. Вообще вот эта вот критичность к любому правительству, они ничего на веру не воспринимают. Для них, условно говоря, я критикую, следовательно, я живу, да? Я мыслю, следовательно, я критикую. И мне это очень нравится. И поэтому нет, ни здесь, ни в этом городе, ни в этой стране. Я не уезжала из-за Путина, я уезжала по любви. И из-за того, что мне хотелось исследовать огромный мир, но даже когда мне было безумно тяжело, я из-за него не вернулась. Я помню, когда в 2011 году начались протесты, я была так вдохновлена, я садилась в самолет, прилетала, я могла с рейса сразу бежать на какой-нибудь протест. Я помню, писала всем в Фейсбуке, кто хотел меня видеть, меня можно видеть у Окупай Абая, у памятника героям Плевны. Или все, кто хотел обняться, приходите туда. А потом, когда протесты слили, стало понятно, что нет, я не вернусь. Сейчас, конечно, друзья разбросаны по всему миру, и я даже, мне кажется, не знаю толком, где все. Это настолько дикое движение произошло, но я вчера поймала себя на мысли о том, что, может быть, это значит, что у нас теперь поддержка во всех уголках Земли? Это значит, что, может быть, теперь у нас во всех уголках Земли найдется кто-то, кто, не знаю, встретится с тобой, выпьет кофе, скажет, что все будет хорошо, покажет тебе город, я не знаю, подскажет, я не знаю, где остановиться, куда сходить, и скажет, что, знаешь, я понимаю тебя. Я понимаю, через что ты прошел. И мне кажется, может быть, мы, с одной стороны, конечно, обменяли, а с другой стороны, может быть, мы очень много приобрели. И этот урок, конечно, который будет с нами вечно, но он точно, совершенно точно, то, что в английском называется eye-opening, да, он действительно делает нас людьми, которые, наверное, может быть, потенциально чуть лучше старых. И они уже точно, мы, по крайней мере, сознаем, что такое страдание, что такое травма, и что мы можем сделать, чтобы немножечко уменьшать количество боли в этом мире. Это все. Я в какой-то момент поняла, что, знаете, у меня дом нигде. У меня дом ни здесь, ни там. И я критична и к местной политике британской, да, которая тоже творит невообразимую фигню временами, и тем более к российской. Ну, то есть ты как будто становишься уже таким навсегда аутсайдером, но это плата за свободу. Такая странная сентенция — предать
Родину. Я не знаю, что такое предать Родину. Мне кажется, что Родина, если становится опасно там быть собой, не причиняя никакого зла, то эта Родина предает тебя. В любой ситуации, в любой стране, в любом государстве важно оставаться человечным. И если не получается это делать, то, может быть, стоит собрать чемодан и уехать. Если ты не можешь поменять само пространство, то нужно просто поменять среду. Для меня главная ценность в жизни – это познание. И все, что помогает мне познавать эту жизнь, это добро. А все, что мешает мне познавать эту жизнь, это зло. Только и всего. Родина – это что-то неизбежное, но это кнопка «старт», а не «финиш». Да? Это кнопка «старт», а дальше мы сами. Город креативный, это раз. Здесь ты можешь раствориться, здесь ты чувствуешь себя именно частью Лондона. И ты никогда не будешь англичанином, но ты можешь быть британцем. И Британия вот это именно общий, это более глобальный, это более современный термин тоже. То есть большинство лондонцев себя будут определять скорее, вот именно даже если они коренные англичане, они будут скорее говорить, что они британцы. То есть я все время говорю, что Лондон — это город, который только притворяется старым. На самом деле здесь динамика абсолютно молодого города, и во многом это вот за счет новой крови, которая сюда всегда приезжает. И опять же, приезжают те, которые чего-то хотят в жизни, да, то есть это люди, которые пытаются чего-то добиться, это люди, которые пытаются себя переизобрести. Рано или поздно ты начнешь здесь что-то делать, просто глядя на остальных. То есть мы социальные существа, здесь 99% работает, поэтому ты тоже в какой-то момент чешешь свою голову и думаешь, мне надо тоже поработать. И вот уже через год-два ты уже какую-нибудь благотворительную организацию замутил, какую-нибудь галерею открыл, даже если ты сюда приехал по-настоящему прожигать жизнь. Всем привет, меня зовут Аня Радченко, я из Москвы, мне 33, я креативный директор, блогер и соосновательница брендингового и креативного агентства здесь, в Великобритании. Я не задумывалась никогда об эмиграции, я задумывалась о том, где бы мне поучиться на фотографа, и, собственно, вариантов как таковых не было на самом деле. Были всякие короткие курсы, а мне хотелось что-то такое фундаментальное, дипломчик все-таки получить в той сфере, в которую я люблю, в которую я верю. И Лондон был на слуху на тот момент, Лондонский университет искусств. И это был какой-то очень простой выбор, потому что кроме как на английском ни на каком языке я не говорю, далеко лететь из Америки я не хотела домой, потому что все равно очень привязана к семье, к друзьям. Не было такого, что я хочу эмигрировать или в Великобританию. Я вообще не знала, что я останусь. Я приезжала, и первый год я всем говорила, я не понимаю, что вы здесь все делаете, это вообще город, который мне не нравится, я получу свой диплом, поеду обратно в Москву. Все так на меня смотрели, такие, через годик поговорим. В Лондоне я училась на фотографа, закончила магистратуру по фэшн-фотографии в University of the Arts London, в London College of Fashion. И если сравнивать российское образование с британским образованием, то, наверное, британское образование можно охарактеризовать как «плати много денег и делай, что хочешь». На самом деле это колоссальная, конечно, разница, потому что уходит время прям перестроиться, что никто вот тебе в ротик так не будет класть знания. А если ты что-то хочешь, то это твоя ответственность, и твое образование, и твои знания — это действительно твоя ответственность. Это очень было непривычно.
но, как я сейчас понимаю, кайфово и очень правильно, и очень сильно переформатировало просто мне мозг, потому что можно было приходить к куратору моей программы и объяснять, какая у тебя сейчас стоит задача, какой ты хочешь делать проект и кто тебе для этого нужен. И говорить: Пол, слушай, ты можешь познакомить меня с каким-нибудь человеком, который разбирается, как замиксовать фотографию, коллаж, а еще 3D. И он такой: да, слушай, я как раз знаю вот такого чувака из такого продакшена, давай я вас познакомлю. И это было так удивительно, что ты за этим приходишь к своему куратору в универе, но дальше ты сама решаешь свои вопросики. И это очень взрослит, я бы так сказала. Один из самых своих известных и вирусных проектов под названием «Материнская любовь». Я уверена, что многие его видели эти работы на просторах интернета. Я начала еще живя в Москве. Это был тот момент, когда у меня были очень сложные отношения с моей мамой. Я была подростком, мы все время очень сильно ссорились, у нас были ужасные отношения. И это было мое первое столкновение с психологией. Мы пошли к психологу семейному, который начал с нами общаться, выяснять, что с нами вообще происходит, и посоветовал нам обеим прочитать книгу Анатолия Некрасова «Материнская любовь». Собственно, так она и называлась. А на самом деле, я считаю до сих пор, что это очень классная книжка, которая очень ярко показывает, как нечто настолько святое, настолько окутанное каким-то неприкосновенным, просто нежным мистицизмом, как и материнская любовь, может на самом деле быть удушающим, может быть губительным, может быть очень таким тяжелым бременем на самом деле для детей. И нам это действительно с мамой открыло глаза на очень многие вещи. Наши отношения действительно очень изменились благодаря этой книге. И работе, конечно, с психологом. И это был первый момент в моей жизни, когда я читала книгу, я читаю какие-то метафоры, какие-то образы, которые описывает этот психолог, и у меня рождается картинка. И я думаю: вау, это что же, я могу показать визуально что-то, что меня безумно вдохновляет, будоражит, что-то делает со мной такое щекотное изнутри. И это было удивительно, потому что мы с мамой начали вместе заниматься этим проектом, и сейчас я уже знаю, как это называется. По сути, моя мама выступила продюсером, потому что она помогала искать актеров, она созванивалась с разными бюро, которые искали массовку для фильмов, и эти прекрасные герои, героини, которые снимались в этом проекте, это актеры массовки. Она помогала их подбирать, искать, организовывала их приезд на локацию. В общем, это на самом деле была очень интересная такая совместная коллаборация с моей мамой. Но до сих пор это один из самых моих узнаваемых проектов. Вот это просто потрясающе. Как что-то супер искреннее, что-то, что ты начинаешь делать, будучи фактически еще ребенком, оно проходит через годы и дальше трансформируется, и дополняется, изменяется, обрастает новыми какими-то интересными деталями. Потому что я этот проект фактически привезла в Университет искусств в Лондоне, показала своему куратору и решила, что он станет частью моего Master's Project, вот такого основного выпускного проекта. И проект уже более расширенный, который назывался Melancholy Rooms, комнаты меланхолии. Он был действительно разбит физически на несколько комнат, посвященных разным таким травмам, драмам современного общества и индивидуально человека, да, то, что нас беспокоит, то, что нас волнует, не дает спать по ночам. И вот эта удушающая материнская любовь, это была одна из комнат. И уже здесь, в Великобритании, я сильно этот проект дополнила, доделала, и что было мне безумно лестно, после выпускной выставки ректор, собственно, LCF, London College of Fashion, он забрал мою огромную работу, где мальчик с мамой стоят разделенные такой дверью посреди поля. Он эту работу повесил у себя в кабинете. Это очень было трогательно. Когда я закончила университет здесь, в Лондоне, несколько лет я проработала фэшн-фотографом и поняла в какой-то момент, что мне этого мало. Мне хочется, чтобы мои идеи, они двигались, чтобы я могла как-то развернуться в свою полную креативную мощь.
И в какой-то момент, что я поняла, вау, есть такая профессия режиссер, что мне не нужно вообще думать о всех этих технических подробностях. Это было просто великолепное открытие, и я начала ходить на различные портфолио-ревью, в агентства, в продакшн-компании, которые представляли режиссеров. У меня на тот момент было там пару роликов уже в портфолио, и для меня было поразительно, когда они смотрели портфолио, наработанное там за 10 лет уже, фотографическое, смотрели 2 моих ролика и говорили мне, слушай, ну, как фотографа мы тебя, к сожалению, взять не готовы, но как режиссера можем завтра подписать контракт. И когда 2 агентства мне подряд это сказали, я сначала, я не могла понять, что происходит, я взяла паузу подумать, я дико расстраивалась, потому что это же годы работы, я же фотограф, в смысле? А потом я подумала, ну, значит, люди что-то видят, видимо, в этих работах моих как режиссера, надо попробовать. И я подписала контракт с продакшн-компанией Code Media, которая сейчас входит в топ-30 лучших коммерческих продакшенов Великобритании, и мы начали работать. И я участвовала в куче тендеров, я училась писать тритменты, это была, в общем, целая история. И первый мой выигранный тендер — это был 45-й тритмент, который я вообще написала. То есть я сейчас думаю, как у меня хватило вообще терпения не сдаться. Это было удивительно. Мой первый большой проект был рекламным контентом для компании Nike. Я думаю, что многие знают этот бренд. Они стали первой компанией, которая создала спортивную форму для профессиональных футболисток. Я этого не знала. Оказывается, до этого футболистки играли просто в мужской форме, но просто меньшего размера. То есть там не учитывалась ни анатомия женская, вообще ничего. И тогда планировался как раз женский чемпионат мира по футболу. Наша задача была вдохновить вообще людей через сильные женские образы и призвать, собственно, приходить на чемпионат. Дальше я продолжала работать с этим продакшеном. Именно благодаря им я получала доступ к крупнейшим тендерам, к крупнейшим проектам. И я режиссировала клипы для рекорд-лейбла Warner Music, для их артистов. Может быть, кто знает британскую группу Bastille, здесь их очень любят, они классные. И также я работала для Disney в качестве режиссера. Мы запускали новое направление Disney, которое называется Disney Home. Это был запуск их товаров для дома. И тут тоже есть, конечно, история с этим связанная, что мы снимали это в Киеве за 2 месяца до начала войны. И это место, где мы снимали, я потом видела фотографии, как там все в полной разрухе было. Это, конечно, было невероятно все это наблюдать и знать, что ты вот буквально недавно приехал из этого потрясающего города, где тебя просто все обнимали, водили в лучшие рестораны, где такой уровень просто вот сервиса, отношения к людям. Это был просто один из лучших, наверное, моих опытов съемочных в жизни. Мы там снимали 4 дня в разных локациях. Работала потрясающая талантливая команда с нами, местная. И на площадке все говорили на русском. И со мной все говорили на русском. И это вот просто, конечно, такой проект, который в этом смысле тоже навсегда со мной. Но как проект он тоже был, конечно, очень интересный. И да, работать с такой большой компанией — это удивительно. То есть, когда они подошли ко мне там на площадке, креативный директор Диснея, и сказал: «Анна, я так рад, что ты сегодня здесь с нами». Когда я посмотрел твое портфолио, я понял, что именно ты можешь сделать нам Disney Magic. Я очень много лет взрывала себе мозг вот этой идеей, что нужно интегрироваться. Что это значит? Я так себе до конца на этот вопрос не ответила, и я очень страдала из-за вот этого ощущения вообще, где мой дом? Я интегрирована или не интегрирована? Вообще где я? Я как будто физически здесь, а ментально в России или вообще в русскоязычном таком поле в широком смысле. Это было абсолютно на разрыв такое ощущение. И в какой-то момент, мне кажется, я просто задолбала, честно говоря, одну свою подругу. И она мне говорит: «Радченко, слушай, ты можешь просто вот перестать задавать себе этот вопрос? Почему тебе так важно вот решить, где твой дом? Там или здесь? Ты можешь просто отказаться от этого вопроса, это вообще от такой постановки вопроса». И я такая сижу,
какое интересное предложение. Почему раньше оно не было высказано в нашем прекрасном обществе? И с тех пор я, честно говоря, вот так для себя решила. Я не буду взрывать себе голову больше этим вопросом, потому что до сих пор, безусловно, это не до конца какая-то прожитая история. И что касается интеграции, я себе так ответила тоже на этот вопрос, что мне что важно? Мне важно чувствовать себя хорошо. Мне важно чувствовать, что у меня есть близкие, теплые, классные отношения. И так складывается, что, безусловно, мне проще их устанавливать. И среди моих близких друзей это все русскоговорящие, да, люди. Это мои офигенные, активные, невероятные, талантливые друзья, которых я ни на кого просто в этом мире не променяю. При этом мне, безусловно, важно, что я действительно прекрасно говорю на английском. Но мне нравится, что мы с моими русскоязычными друзьями ходим тусить и общаться и на всякие классные мероприятия, ну, местные, локальные, где вокруг нас, конечно же, много англоговорящих людей. Но так сложилось, что именно близкие вот эти теплые дружеские отношения у нас между собой. Я иногда говорю, что я слэш-человек, потому что у меня очень много разных занятий и профессий через слэш. Я и креативный директор, я и художница, я и преподавательница, училка, ментор. Все это я очень люблю, и это не было историей, что вот я занималась режиссурой или фотографией или еще чем-то, и вот в какой-то момент я решаю, ну все, теперь можно преподавать. Нет, я на самом деле занимаюсь этим уже очень много лет, и анализируя всю эту историю, я понимаю, что это была профессия моей мечты с детства. Это просто удивительно, какое количество талантливейших творческих людей просто вот так вот в себе это зажимают, не могут слова молвить, да, в широком смысле, не могут никак проявляться вообще в этот мир. У этого множество разных причин, и как людей просто унижают в арт-вузах в постсоветских, это что-то, какие истории люди приносят. И я это вижу, и у меня просто все болит, мне хочется сделать так, чтобы про этих прекрасных ребят узнал мир, или, по крайней мере, те люди, которые им важны, их целевая аудитория. И так получилось, что у меня довольно сильная предпринимательская жилка, и я всегда относилась к своему творчеству отчасти как к бизнесу. И я учу этому людей, художников, фотографов, режиссеров, дизайнеров, творческих ребят, которым есть что дать, есть что сказать, но они не умеют продавать, и из-за того, что они не умеют продавать, им кажется, что они хреновые художники, хреновые специалисты. Нет, они просто не умеют продавать, они этому никогда не учились. И, в общем, мне это очень как-то жалко, что все это происходит. И я вижу, да, в этом свою какую-то миссию на данный момент, да, в том числе создавать больше богатых, классных, реализованных художников. Вопрос с языком и с тем, на каком языке вести блог, на каком языке преподавать, развивать свой личный бренд, это вопрос, конечно, болезненный. Я знаю, что не только для меня. У меня сложилась следующая история. Когда, Инстаграм, скажем так, начал уже доходить вообще до всех людей, да, что это круто, что это инструмент, это бизнес-инструмент, можно развивать свой личный бренд на этой площадке, я завела свой первый блог на английском языке и дорастила его почти до 40 тысяч подписчиков. Я вела постоянно совместные прямые эфиры с разными офигеннейшими творцами, художниками. Я вела лекции, в том числе в своем университете на английском, в Condé Nast College, в Norwich University of Arts, в большом количестве разных учреждений. Мне это очень нравилось, это было классно. У меня всегда был какой-то процент русскоязычной аудитории тоже в английском блоге, потому что я параллельно еще читала лекции тоже в разных российских фотошколах, и, в общем, какой-то процент русскоязычной аудитории, конечно, меня тоже знал. Основная активность, вот основные сообщения, какое-то тепло, отклик в директе, в комментариях, это все было от русскоязычных ребят. Уже теперь я понимаю постфактум, что это просто разная модель, что ли, пользования соцсетями, и на тот момент Инстаграм, он уже был в русскоязычном пространстве как новая версия живого журнала. Там это было просто очень принято, да, вот это все комментировать, обсуждать, общаться, реагировать максимально активно. Я как-то незаметненько сделала еще маленький курс на русском языке, создала отдельную русскоязычную страницу, просто кинула клич в своем англоязычном блоге,
5000 человек переметнулось на русскоязычную страницу. Я выкладываю пост, что у меня будет вот такой вот курс. И дальше, ну вот это была реально сцена, как из фильма, когда ты просыпаешься, берешь телефон, и я думаю, что это? Я думаю, что-то много нулей. Ну, просто я открываю счет, я думаю, как это возможно? И на тот момент мне казалось, что это колоссальные деньги. Мне за сутки перевели около 1 000 000 рублей. Я просто выложила пост, что будет такой курс с такой программой, номер карты. Я немножко испугалась, потому что я думаю, это же ненормально, что мне на карту скидывают вообще столько денег. Я начала регистрировать ИП, ну, в общем, затеяла весь этот процесс, и меня затянуло. Но, по сути, меня затянуло вот это нереальное тепло и сумасшедший голод, на самом деле, русскоязычной аудитории до той информации, до того опыта, который был у меня. Для русскоязычной аудитории я, безусловно, стала, знаешь, вот таким, наверное, маяком, потому что очень многие хотят того пути, который я прошла, тех результатов. Многие совсем не знают, совсем не понимают, большинство, даже не многие, как вообще сотрудничать с такого рода компаниями, как вообще на них выходить, как себя презентовать, как вообще проекты делаются, как портфолио упакуется. В общем, люди в массе своей ничего этого не знали и не знают, к сожалению. Вообще, когда я думаю про реализацию творческого специалиста в реальном мире, да, то есть в мире, где существует рынок, да, определенный спрос на те или иные услуги, где я могу вообще чувствовать себя таким очень классным, полноправным представителем рынка, да, что я продаю, у меня что-то покупают, это какой-то классный обмен, то я думаю, что, безусловно, вот на постсоветском пространстве что-то очень сильно сломалось в этом месте, потому что действительно многим творческим людям говорят: найди нормальную работу, да сколько уже можно, да вон сын тети Клавы уже юридически закончил, уже вон там 100 000 зарабатывает, а ты где продажи, где вообще клиенты, давай уже там или детей рожай, или нормальную работу найди. Слово «деньги» там и коммерция — это же оскорбление. Это коммерция. То есть это что-то вообще там недостойное, это не настоящее искусство. То есть даже то, какие вот слова мы используем, как мы вообще говорим о деньгах и о деньгах в связи с искусством, это что-то. Как здесь можно сохранять какую-то здоровую вообще самооценку, там, самоценность. В Великобритании с этим намного лучше. И я это почувствовала очень сильно, когда я еще училась в университете, потому что это действительно была такая, ну, атмосфера такой поддержки очень мощной, да. И эта поддержка, она, наверное, ощущалась именно в том, что, да, это профессия, да, что это точно такая же профессия, как все остальное. Там есть определенный набор скиллов, которыми тебе надо обладать. И когда ты их получишь, ну, классно, иди, да, работай, зарабатывай. Сама идея, что существует предательство Родины, и вообще этот термин применяется к людям, которые просто выбрали для себя в данный момент жизни жить в какой-то точке мира, где они не родились, это какой-то абсурд. Это очень странная история, поэтому я, честно говоря, никогда в жизни не думала о слове вообще предательство, там, применительно к людям, которые просто выбирают для себя какой-то определенный, ну, образ жизни, да, потому что место твоего проживания — это часть твоего лайфстайла просто. Причем здесь предательство? Плохо ли или хорошо ли отрываться от корней? Мне кажется, самое крутое — это когда эти корни, они с одной стороны в тебе, с другой стороны у тебя есть невидимые корни, которые продолжают как-то от тебя тянуться к разным важным для тебя частям света и людям. И, наверное, мой ответ — это какие-то переносные корни, которые ты так берешь с какой-то питательной средой, которая их окружает, пересаживаешь в какое-то новое место, но вот эту частичку своей земли все равно корни с собой забирают, и благодаря ей происходит сцепление с новым местом в том числе. Прекрасный вопрос, кому мы вообще здесь в Лондоне нужны со своим российским прошлым, настоящим, и со своим красным паспортом. Ребят, мне кажется, что любой талантливый, открытый, классный человек нужен везде. Это не важно, откуда вы и куда вы приехали. Если вам есть что сказать, что дать,
как и чем в смысле психики, да, какого-то своего ресурса обнять, как-то окутать просто своего соседа, близкого человека. Вы везде нужны, потому что везде нужно тепло, везде нужны классные скиллы, везде нужен талант, везде нужно вот это ощущение, что я могу что-то создавать, давай вместе, давайте что-то сделаем. Это везде очень нужно. И то, что у нас невероятно сильно развито, я не знаю, там, что это такое, ген или что это, или какая-то особенность воспитания, но мы умеем, черт возьми, работать. Мы умеем работать, мы умеем добиваться своего, мы умеем общаться, коммуницировать, мы умеем вести бизнес. Что такое Родина? Я вчера рыдала в темноте под песню группы «Пневмослон» «Катастрофический пиздец» она называется. И я реально начинаю под нее рыдать, и я думаю, какого хрена я начинаю рыдать? Что происходит вообще? Там очень простые слова, нам всем конец, катастрофический пиздец, и очень много ударных, как бы это все, что там происходит. И я понимаю, что вот просто какие-то словечки, какие-то смыслы, которые вот в тебя как-то проникли с годами жизни вот в каком-то месте, дальше просто слышу какие-то отголоски вот этого чего-то родного, иногда в чем-то колоссально странном. Вот это ощущение, вот этот комплекс эмоций, это, наверное, есть для меня ощущение Родины. Лондон во многом такой разнообразный, да? То есть с архитектурной точки зрения это бесконечный вот такой микс всех разных эпох. После Второй мировой все было грустно. То есть экономика была разрушена, империя потихонечку разваливалась, и Лондон надо было восстанавливать. Люди, которые пришли с фронта, у них уже тоже другая жизнь была. В Британии сильно не хватало рабочих рук для того, чтобы восстанавливать страну после Второй мировой, и они тогда открыли страну для всех. Ну, почти для всех, то есть для Британской империи. Из колонии люди приезжали сюда, все, что им надо было сделать, это приехать, и им выдавали паспорта. И это очередная такая волна была международности в Лондоне. То есть Лондон всегда был международный по-настоящему. Это страна, в принципе, построенная на торговле. Поэтому здесь всегда зашкаливал уровень людей, которые не отсюда. Но вот Вторая мировая, это тоже был такой толчок для международности, поэтому огромное количество людей приехало. Эту лавочку потихонечку начали прикрывать к концу 60-х годов, но уже такие процессы было не остановить. И Лондон по-настоящему глобальным городом становился, и уже потом и финансы тоже начали развиваться, и все остальное. Поэтому во многом это все восстановилось после Второй мировой и переродилось. Мое какое-то ощущение, чтобы на театре сосредоточиться. Скажи мне, если я загоняюсь. Просто по кино собрать проще. Если у меня есть кинонаграды из списка, то, может быть, тогда подать по кино, потому что, естественно, если у нее нет наград, то тогда у нас нет особо вариантов. Меня зовут Катя Гранова, я из Петербурга, мне 34 года. Я по первому образованию психолог, и я работала в хосписе после окончания университета. Потом я решила, что надо еще как-то погулять, прежде чем видеть кучу мертвых людей. И я поехала в Лондон учиться в Goldsmiths. Оттуда я перевелась в Кингстон на Fine Art. И так постепенно начался мой путь в сторону того, чтобы я стала художницей, а не психологом. Последние, наверное, 8 лет я занимаюсь искусством. Это в основном живопись. Когда началась война, я была в Москве. У меня были на 28 число билеты в Ереван. Когда мы туда приехали, я вообще собиралась вернуться в Москву. Но мои родители очень настаивали на том, что я этого не делала. Подумав, я решила
не расстраивать маму и папу, и вернуться в Лондон. Но как бы если я решила, что если уж я возвращаюсь в Лондон и буду в безопасности, то тот, кто в безопасности, должен в такой ситуации помочь тем, кто не в безопасности. Я воспринимаю это скорее как некий, ну не то чтобы долг, но какую-то, не знаю, обязанность, что ли. И я думаю, ну что я умею делать? Ну, я знаю, как делать визу таланта. Я знаю, потому что у нас в университете была как бы группа поддержки по этому поводу, и нам помогали делать эту визу. И я видела не только свой кейс, но и другие. И я подумала, что нужно сделать чат по помощи с этими визами. Сначала это было очень-очень много работы, потому что система не была стандартизирована. И в основном я просто отвечала по 100 раз на одни и те же вопросы. Ко мне присоединились другие волонтерки, которые, ну вот, Алиса сделала сайт, мы выложили там мои видео, выложили примеры документов, и стало несколько понятнее, как делать самостоятельно. Сначала это была абсолютно волонтерская бесплатная инициатива. Мы вели всех этих людей. Очень много народу начинало делать документы с нами, собирала пакет, тратила наши ресурсы и сливалась в никуда, ничего не подавая. То есть это в том числе были, например, мои близкие друзья, которые там, да, мы приедем, потом, ой, слушай, мы поняли, что мы не приедем, что мы не потянем материально. Мы сделали систему, что наша помощь в бесплатном виде организуется по конкурсу. То есть нам люди пишут о своей ситуации, насколько они страдают, где они находятся, какие у них, почему они думают, что они смогут здесь устроиться в Англии. И из них мы выбираем 4 человек в месяц. Это на самом деле 4 человека в месяц, это тоже довольно много работы. Это то, что у нас называется бюджет. Постепенно всех остальных мы перевели на платные рельсы. За 11 месяцев существования парохода в Лондон приехало много людей, но мне очень сложно посчитать, сколько конкретно, потому что в какой-то момент мы сбились со счета. Сейчас в чате пароход UK 166 человек. Пароход UK — это те, кто уже получил визу именно, а не эндорсмент. Эндорсмент на данный момент получило человек 200, но люди еще приезжают со своими депендентами, то есть мужьями, женами и детьми. Поэтому, ну, наверное, человек 250 приехало. Крайне сомневаюсь, что они просто прикроют программу из-за того, что там много русских приехало. Я думаю, что там просто как могут быть какие-то изменения. То есть, по сути, там exceptional talent исчезла, появилась global talent. На самом деле, для них-то какая разница? Сейчас, мне кажется, у них разнарядка скорее давать больше этих виз, чем меньше. Моя семья — это такие отборные восьмидесятники с культом всего европейского. Поэтому мысль об эмиграции, мне кажется, мне внушалась с пеленок, как бы у нас все ужасно, все плохо в этой стране, все плохо, эта страна, там, да, вот ты уедешь, и сразу настанет вселенское счастье. Я росла с этой мыслью, поэтому я как бы, ну, оказалась в специфической ситуации, потому что я, ну, как бы я уехала, да, там первый раз по обмену студенческому и поняла, что нет, ну, как бы нет, это не просто, это не ты уехал и все стало прекрасно. И то, что в твоей стране нет Путина, не обязательно делает тебя счастливым. Сначала, когда я ехала в Англию, я ехала учиться, я ехала тут делать карьеру. У меня здесь, ну, какая-то карьера шла, может быть, более удачно, чем в России, заметно более удачно. И здесь больше возможностей. То есть я сначала ехала сюда, я не уезжала из России. А потом, когда, соответственно, 24-го все изменилось, оказалось, что, ну да, что я тоже уехала из России, потому что тоже мои планы отменились, которые были в России. И получилось, что я здесь, ну, остаюсь. И я еще не до конца это осмыслила, если честно. Здесь, конечно, я приехала, и я получила все стереотипы про русских себе на голову, которые, ну, как бы не имеют ко мне, хочется верить, никакого отношения, потому что я не модель, и не олигарх, и не медведь. Вот, и, в общем, и не пью водку, и не пью вообще алкоголь практически.
Я даже не сказала, что британцы особенно там не любят иностранцев. Нет, конечно, как бы любят, там все ок, а все всех уважают. Я никогда не встречалась ни с какой прямой агрессией. Просто в любой стране люди предпочитают общаться с теми, с кем на общение, с кем нужно меньше ресурса. Общаться с людьми на своем языке — это меньше ресурса, чем подстраиваться под кого-то, кто говорит на английском с миллионом ошибок и кто не чувствует язык. То есть, да, конечно, я чувствую себя здесь русской, и, может быть, вот это для меня самый негативный опыт в эмиграции, что ты куда-то приезжаешь и становишься русской. Как бы я не хотела бы этого. Я не знаю, я хотела бы быть собой. Я Катя Гранова, там женщина, художница, феминистка, там whatever, полиаморка. То есть я бы хотела быть вот этим каким-то списком каких-то идентичностей, которые я сама для себя определила. Потому что я не определяла быть русской. Может быть, вот какой-то интересный мой личный опыт, которым я могу поделиться по этому поводу, это я была русской во Франции, я была русской в Англии. У французов русские — это те, кто в 17 году приехал, суперобразованные чуваки, делающие там балеты, искусство, книги, науку. Это как классные ребята, и когда я говорю, что я русская, это воспринимается типа как что-то, ну, как бы слегка экзотичное, интересно, а что там у вас, а как? Ну, короче, я ни разу не чувствовала, что это значит что-то негативное. А здесь, мне кажется, я как будто бы всегда должна продирать вот эту, протаскивать свою какую-то выбранную идентичность, что я вот это, через вот этот стереотип о русских в Британии, который сложился в 90-е, когда поехали олигархи и модели. Здесь как бы не было такой большой миграции 17-го года, здесь была большая миграция в 90-е, и это не те русские, с которыми мне хотелось бы себя ассоциировать. Что такое для меня Родина? Я, если честно, как-то не думаю в этом. Ну, как бы это такой странный термин, в него, типа, такие коннотации какие-то очень сильные. Я из Петербурга, я очень люблю Петербург. То есть я прям приезжала, вот все разы, когда я была здесь, я возвращалась домой, думала, ну ладно, все, еще год, вот я там еще чуть-чуть свою карьеру там дострою, и все, я возвращаюсь домой, потому что я вот люблю все эти дома и каналы больше всего на свете. Я действительно люблю больше всего на свете. У меня очень много друзей уехало, но у меня все равно есть какая-то тяга просто оказаться в этом месте. У меня есть семейная история с тем, что мой отец ездил учиться в Швецию, пересаживать печень, и он вернулся в Россию и возглавил команду, которая сделала первую пересадку там, то ли в России, то ли в северо-западном регионе, если честно, не помню. И я, может быть, видела свой путь как что-то похожее. Я поехала в Британию, я поучилась в Роял колледже, я познакомилась там с прекрасными тьюторами, я усвоила их систему преподавания. Вот эту вот, которая не от того, что нужно что-то делать, нужно делать классное искусство, там нужно делать такое, вот тут такая концепция, сякая концепция, а от ты-то вообще кто? Ты что хочешь делать? Ты кто такой? Почему такое? Давай подумаем, давай вместе, я на твоей стороне, я тебе хочу помочь разобраться. Я считаю, что это очень классный подход, мне он очень нравится, это я очень вот там как бы не ругала Британию за какие-то другие вещи, вот это супер, я вообще супер это заценила. Я думала, что ну как бы я привезу это как-то в Россию, буду тоже, может быть, в каком-то похожем, немного доработанном подходе делать школу, арт-школу для взрослых. Вот, но, в общем, как бы этот план накрылся. Мне кажется, вопрос, кому вы там нужны, он, в принципе, странно поставлен, потому что, ну, никто никому нигде не нужен, а где я кому-то нужна? То есть, ну, не знаю, я нужна своим близким, там, своим друзьям, да, мои друзья даже до вот войны и того, что всех раскидала, были разбросаны по разным странам, потому что я жила в разных странах, я знакомилась с людьми, люди уезжали, у меня друзья реально вообще, по-моему, в каждой стране Европы у меня есть хоть один друг. Кому я нужна как художница? Но у меня здесь лучше шло, чем в России. То есть я в России не то, что была кому-то нужна, я бы сказала. У меня здесь лучше шло искусство, мне кажется, оно тут лучше заходило, то, что я хотела делать. Здесь меньше вот этой вот токсичной критики какой-то было. Там, о, ты делаешь живопись, там, в 2000, году. Кто вообще до сих пор делает вот это вот все? Ну, вот это все. Все фигни. Тут тоже есть, но этого намного меньше. И, в общем, поэтому, не знаю, у меня есть ощущение, что я вполне была тут
ну, как-то относительно востребовано. Как бы если человек себе нигде не нужен, он нигде не будет нужен. А если человек едет что-то делать, знает, что делать, почему нет? Слово «предатель», мне кажется, в этом контексте очень странное. То есть человек куда-то поехал, потому что он там, допустим, чего-то интересное может делать. Человек куда-то поехал, потому что в его стране всех подряд сажают. То есть что тут, ну как бы, что тут можно предать? Мы можем предать только себя, наверное. Но с моей точки зрения, вина в происходящем лежит на конкретных людях, а не на всей стране в целом, потому что людей абьюзили и вообще и насиловали поколениями, а теперь от них ожидается, что они встанут и пойдут свергать режим. Причем абьюзили и насиловали примерно одни и те же люди уже очень давно. Как бы в моем мире, что я тут как бы предаю? Я уезжаю от того, что в моей стране развели сталинские репрессии. Ну, как бы я просто, если я останусь, я предам себя, потому что меня посадят. И как бы я предам там своих родителей, которые подарили мне жизнь, которую я могла бы провести получше, чем сидя как бы в застенках Лубянки. Или чего там теперь? В застенках чего теперь принято сидеть? Какой закон от себя я бы издала в облачной России? Но это надо подумать. Мне кажется, что если это как бы один закон, я бы думала, наверное, не конкретно там о полиаморных семьях, а вообще о всех людях, которые пришли к какому-то другому самоопределению, чем, ну, условно, стандартное. То есть это, естественно, ЛГБТ, К+, в общем, как бы люди, может быть, малых этнических групп, которые хотят сохранять свой язык, и чтобы их дети учились на их языке в школах. В общем, как мне кажется, что для меня в новой России будущего было бы очень важно, чтобы главным было уважение к тому, как человек видит свою жизнь, какие решения он принял, до тех пор, пока это никому не вредит буквально физически.